Он был просто гражданином с очень необычным ростом. Он был просто гражданином с очень необычной костью. Он был просто никудышным, но душа его чиста. Был веселый, необычный, но к нему пришла беда. Выгнали его селяне из деревни, вот печаль его коленный сустав уже не в силах идти вдаль. Он добрался до пещеры и решил он там остаться, но увидел свет из ямы, хотел совсем разобраться. Увидел необычный камень и решил достать его. Что-то в сердце ему въелось, пробудилось уже зло. И теперь он хочет мести, имя архизлодеянин. Он был просто неудачник, а теперь он миром правит. Кто же его остановит, кто же уничтожит зло и избавит от страданий? Или кто, или никто? Клейтон, смотри, там огонь. Интересно, что там случилось? Но навряд ли бы деревня горела из-за отдыха в лесу. Все возможно. Пошли уже. Боже, что тут случилось? Смотри, монстры идут. Стой, ты же только что рядом со мной стояла. Ха, получайте заступки. Что очевидно. Клейтон, берегись разбойников. А ты берегись монстров позади тебя. Каких монстров? Больно, но мой удар будет сильнее. И даже смертельнее. Ну, с разбойниками покончено, но вопрос, куда подевались все селяне? Даже не знаю. Эй, смотри, там какая-то карта. Эта карта вроде как тех разбойников. Смотри, похоже, вот этим знаком они обозначают, где у них тюрьмы для жителей. А зачем им жители? Продают в рабство. Мрачно и глупо. Тогда не знаю. Нам нужно их спасти. Но без прокачки не обойтись. Согласен. Ну давай сначала скроемся в том дому, а то уже ночь наступает. Странно то, что зомби не горели. Ведь когда они на нас напали, был день. Да, что-то странное происходит вокруг, и мы должны с этим разобраться. Эй, смотри, что там за сундук? Какой-то возбужденный сундук. Вот что значит скромная плата. Наши герои отправились искать жителей в лес криперов, но по указу архизлодеянина любой, кто свободен, враг всего мира. Так что вечер в хату, Клейтон и Стейси. Ну вы поняли? Вечер в хату. Смешно же, да? Ладно. Ладно, продолжаем. Стойте, вам нужно заплатить. Чтобы пройти в лес, заплатить нужно 100 архидолларов. Мы пусты, и мы даже не знаем такую валюту. Незнание не освобождает от ответственности. Но ты же даже не говорила нам об этом. Платите или уходите, я ничего не знаю. Это продвигает сами знаете что, так что заплатите за нас, а то мы были травмированы твоей шуткой. Ладно, потом вернете. Ладно, пошли уже. Итак, главные герои прошли в лес, и им нужно будет спасти жителей. Это были мои последние деньги. Но мы пришли, ну и что? Что нам надо делать? Нужно освободить селянина. А почему одного? Слушай, я тут рассказываю, а не подсказываю. По факту. Ладно, пошли, Стейси. Куда? Мы и так здесь. Лол, точняк. Черт, зомби! Да ладно, я же слепой. Подумал, что это большие жабы. Тебе все-таки стоит сходить к окулисту. Будь спокоен, Клейтон, будь спокоен. Там скелеты, берегись. Научи.
Не спрашивай. Черт, Стейси, у тебя есть что-нибудь полезное? Извини, все полезное сейчас нужно мне. Что? Спасибо. С тебя 10 архидолларов. Ну, мы справились? Да, но мы еще не освободили селянина. Ах, да, точно. Спасите! Не волнуйтесь, мы отведем вас в безопасное место. Спасибо вам, добрые люди. Не за что. Ведь, как говорится в нашей поговорке... Я чего-то не знаю. У нас нет поговорки нашей. А где тут выход? Он где-то там. Что за... Ах, да, забыла сказать, жители сами телепортируются домой. Довольно удобно. Что ты еще забудешь сказать? Да, в общем, все. Дальше сами, но мои личные проблемы вам не интересны же, да? Ну расскажи. У меня ипотека на 15 лет и... Все, можешь дальше не говорить. Но, Вообще не интересно. господи, пошли уже. Стойте, ничтожество! На колени передо мной! А ты кто? А вы что, не слышали песню в начале? Какую песню? Боже, да никакая, короче. Я архизлодеянин! И дальше вы не пройдете. А что ты нам сделаешь? Ты вроде нагнал ужас на народ, но... Ты чё так странно выглядишь? Это вы еще моих родителей не видели. Вот там ужас. Это я уже понял по твоей внешности. А у меня к тебе один вопрос. А у вас всех это место длинное? Ну, у моего отца 20. И я вообще-то про нос. Ха-ха-ха, какое совпадение, я тоже. Угадай-ка, висит, шатается, нахэ начинается. Хвост. Это есть у тебя, и оно чуть пониже. И этими губами ты Ты целуешь меня свою практически маму? сам вынудил меня это сказать. Ваша беседа, конечно, сверхинтеллектуальная, но может все же вернемся к сюжету? Попробуйте с ним справиться. Стой! Ты же правильный ответ на загадку не услышал. У нас есть проблемы. Уже нет. Наши герои отправились дальше искать жителей и нашли какой-то храм, где также убивали мобов, а в итоге нашли... не нашли. А потом они вышли из храма, где опять же убивали мобов, и в итоге нашли всех жителей. Спросите, почему вкратце? Ну, во-первых, экономия времени, а во-вторых, вы же не хотите слушать банальные шутки Клейтона, верно? Хей, они очень даже угарные. Завались! Ну и что, может нам дадут какие-нибудь плюшки? Вообще да, но давайте в следующий раз. Ну, раз уж это, наверное, важно, то окей. Пожалуй, на этом мы и закончим серию. Какую серию? Ну, вам нужно пока отдохнуть от приключений, ведь архизлодеянин это не единственный ваш босс. Да? Ура! Нет. Но еще мне нужно отдохнуть от вас. Вот сейчас обидно было. Все, идите спать. Завтра рано вставать. А, завтра? Ну что, здорово. Или через года 2. Стой, стой, стой! Через сколько? Всем привет, друзья! Извините, что так долго не было анимации, я просто был занят своими делами. Постараюсь больше так не задерживаться. Я, конечно же, вру, потому что анимация это долгий процесс, как и озвучка и все остальное. Я просто обещаю стараться ускоряться в процессе анимации. Создания ее. Но следующая анимация будет по нашему любимому с вами проекту Майнкрафту не для слабонервных. Сценарий уже готов и анимация делается. Ну а если вам понравилась анимация, и кстати это моя любимая игра, как и Minecraft Story Mode, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем удачи, всем здоровья и желаю не болеть коронавирусом. Пока!